Заявление первой леди Мелании Трамп. Добрый день. Лжи, которая связывает меня с позорным Джеффри Эпштейном и которую пытаются и уже связывали со мной, сегодня должен быть положен конец. Дональда и меня иногда приглашали на те же вечеринки, что и Эпштейн, так как в светских кругах Нью-Йорка и Палм-Бич часто пересекаются одни и те же люди. Бомба. Она влезла сюда. Что здесь происходит? У нас война в Иране. Донни даже не желает поднимать эту тему на повестке дня. А потом его жена появляется в Белом доме, проводит пресс-конференцию и выкладывает все на чистоту. Сейчас начинаются геополитические танцы. Дональд Трамп получает смертельный удар. Причем от кого? Кто бы мог ожидать? От собственной жены. Мелании. Мелания вчера неожиданно выступила с обращением к нации и взрывает информационное пространство. Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вас приветствует Эрика, Берлин, Дойчланд. Сегодня мы рассмотрим очень интересные новости в мире. Мы начинаем. Поехали. Вчера неожиданно Мелани выступает с резонансным заявлением. Мелания внезапно обращается к нации по теме Эпштейна. Тема возвращается опять. Призывает Конгресс к действиям, заявив, что Эпштейн действовал не один. Все вы прекрасно знаете, кто такой Эпштейн. Я надеюсь, тот, кто его прикрывал и с ним вместе творил безумие на острове Эпштейн и не только. Я уже выпускала одно из видео. Эпштейн косвенно связан тоже с Майданом 2014 года в Украине. Я показывала письмо обращения к миллиардеру, что в Украине сейчас интересное время, и нам нужно типа такого действовать. Самое интересное, что Трамп, несмотря на то, что Мелани хочет поднять этот вопрос, Трамп часто дистанцировался, то есть уходил от этого вопроса, связанного с Эпштейном, чтобы наказать всех тех, кто его крышевал, кто был с ним связан. А таких осталось масса в элите. Но Трамп заявляет, что я даже не знал о заявлении своей жены об этом. Он сказал, что находился на встрече по вопросам войны и не может комментировать ситуацию. Как вообще возможно, чтобы первая леди выступила перед миллионами зрителей без согласования с президентом? Сделала ли она это тайно? Или это открытый конфликт? И тут возникает еще более жесткий момент. Ранее Трамп говорил, что тема файлов Эпштейна ему не интересна и что только плохие люди продолжают ее обсуждать. А теперь его собственная жена поднимает этот вопрос. Значит ли это, что она идет против него? Это выглядит как серьезный удар по его позиции. Появляются параллели с Мелиндой Гейтс, которая развелась с Биллом Гейтсом после подобных скандалов. Возникает вопрос, готовится ли Мелания к разрыву? Если это так, это может означать серьезные последствия для Трампа. Друзья, поговаривают даже о разрыве семьи Трампа, Мелани и Трампа, что меня абсолютно не удивило бы. Тем временем в США происходят очень странные вещи. Республиканцы стараются заблокировать показания бывшего министра юстиции, которая могла бы пролить свет на засекреченный материал, связанный с Эпштейном. Министерство юстиции Америки пытается предотвратить выступление. То, что он хочет заявить, это недействительно. Все это, мол, фейк. Если посмотреть на ситуацию объективно, положение Трампа выглядит очень слабым. Война развивается неудачно. Внешняя политика под вопросом, а скоро выборы. Внутри страны растет напряжение. А теперь еще его жена выступает с таким заявлением. И да, вы все еще говорите о Джеффри Эпштейне? Я называю это мистификацией Эпштейна. Люди все еще говорят об этом человеке? Ну вот, это мошенничество с Эпштейном, просто обман. Его жена — Мелания Трамп. А если вы теперь введете ее имя в Google, то сейчас это выглядит так. Все заполнено. Ее видео, посты в социальных сетях, все в замешательстве. Что это значит? Что она задумала? Пишите в комментариях, приведет ли заявление Мелани Трамп к падению Трампа. Да или нет? Ваше мнение. И как такое возможно быть, что Мелани без
обсуждения со своим мужем, обсуждает такую каверзную тему в общественности, что когда спрашивают Трампу, знал ли он о выступлении его жены, он говорит: нет, я был очень занят войной. Возможно, она снова захотела оказаться в центре внимания. Ложь, которая связывает меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня. Людям, лгущим обо мне, не хватает этических норм, смирения и уважения. У меня нет претензий к вашему невежеству, но я решительно отвергаю ваши злобные намерения подрывать мою репутацию. Я никогда не дружил с Эпштейном. Дональда и меня иногда приглашали на те же вечеринки, что и Эпштейн, так как в светских кругах Нью-Йорка и Палм-Бич часто пересекаются одни и те же люди. В высшем свете, начиная с определенного уровня, просто собираются одни и те же люди. Люди на разных вечеринках. Иногда бывает так, что вас фотографируют, а на заднем плане случайно мимо проходит Гhislaine Maxwell. Это вполне возможно. Просто очень много фотографий. Фотографии приобретают какой-то вид, я не знаю, как вы это видите, чуть более знакомыми. Вот еще одно фото. Эпштейн не представил меня Дональду Трампу. Случайно познакомилась со своим мужем на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году. Это наша первая встреча подробно описана в моей книге «Мелания». Впервые я встретился с Эпштейном в 2000 году на мероприятии, которое мы с Дональдом посетили вместе. И в то время я еще ни разу не встречался с Эпштейном и ничего не знал о его преступных делах. Много лет в социальных сетях распространяется множество поддельных фото и ложных заявлений об Эпштейне и обо мне. Кстати, вы только что видели несколько таких поддельных фото. Будьте осторожны с тем, во что вы верите. Эти изображения истории совершенно неверны. Я не являюсь ни свидетельницей, ни поименно упомянутой свидетельницей в связи с преступлениями Эпштейна. Нет, ты упоминаешься лишь в электронных письмах в документах Эпштейна, а твой муж упоминается там квадриллионы раз. Мое имя никогда не фигурировало в судебных документах, показаниях под присягой, отчетах жертв или интервью ФБР по делу Эпштейна. Была соучастницей, никогда не летала на самолете Эпштейна и никогда не посещала его частный остров. Меня никогда не обвиняли по закону или за преступление, связанного с секс-трафиком, злоупотреблением в отношении несовершеннолетних, ложная клевета в мой адрес со стороны злонамеренных и политически мотивированных лиц и организаций, стремящихся опорочить мою репутацию ради финансовой выгоды и достижения политических высот, должна прекратиться. Мои адвокаты и мы успешно опровергли эти необоснованные и беспочвенные ложные обвинения, и будем и впредь без промедления защищать мою добрую репутацию. Верно, просто опубликуйте все документы. То есть документы, где никто, кроме Джеффри Эпштейна и Гhislaine Максвелл, не фигурирует под именем так часто, как твой муж. Только тогда мы узнаем правду. Знаете ли вы, кого пригласили выступить перед комиссией? Хиллари Клинтон. Знаете ли вы, что сказала Хиллари Клинтон на этих слушаниях? Я никогда не встречался с Джеффри Эпштейном. Повторяю, я никогда его не видел. Почему она не выступает под присягой перед комиссией? Все очевидно. Она встречалась с Джеффри Эпштейном. Часто встречалась. Она была отнюдь не просто подозреваемой. Если посмотреть на электронные письма, Хиллари Клинтон была вызвана для дачи показаний под присягой. Его до сих пор не вызывали. Меланию Трамп. Если он даже не имеет уже под контролем свою собственную жену, то что, о чем мы дальше можем говорить? Итак, я еще вам покажу выступление Трампа, там только по-английски. Сейчас Трамп говорит на английском, что эта тема скучная для меня. Вы можете представить? Дело Эпштейна. Все эти ужасы хотят замять. Сначала убивают Эпштейна, чтобы он не открывал рот всех ужасов, которые творились на его острове с малолетками, с детьми и так далее, тому подобное, изнасилование, ужасные вечеринки. И Трамп сейчас говорит, злые, глупые люди интересует эта тема. Но странно, а твоя жена-то интересуется, значит, ты считаешь свою жену, что она глупая. Они совершенно ничего не согласовывают со своей женой. То есть она говорит одно, он другое. Потом ему говорят о том, что его жена интересует раскрытие всего дела по Эпштейну. А он называет тех людей, которые заинтересованы в раскрытии всех участников кошмара, который творился при Эпштейне, называть злыми людьми и глупыми, то есть свою жену. Подставляет ли Мелани своего мужа перед выборами? Это то, что сказала Мелани, разрывом с ее мужем.
Если это так, то это будет действительно концом для Дональда Трампа. Сенсационное сообщение CNN. Министерство юстиции предпринимает отчаянную попытку защитить бывшего министра юстиции Пэм Бонди. Вопрос, что она скрывает? Отдача показаний по делу Эпштейна, о котором Трамп говорит, что это не важно. Сам говорит, в принципе, своей собственной жене, что люди просто идиоты, которые этим занимаются. А вы знаете, я же видела видео, где сам Трамп был с Эпштейном в обнимку на пати. Они утверждают, что ее информация недействительна, о том, что ее уволили, мол, как месть. Открытие действий администрации Трампа полностью разваливается на глазах. Его собственная жена обрушивается на него. Зачем она это вообще делает? Этим вопросом задается даже один демократ из наблюдательного совета. Это тот самый совет, который, среди прочего, следит за тем, чтобы периодически публиковались документы из наследства Джеффри Эпштейна. Они этого ожидали? Те репортеры и репортерши, которые там были, тоже этого не ожидали. Обычно, когда Мелания Трамп что-то подобное делает, она представляет книгу. Ладно, в каком-то смысле она это и сделала. Странный документальный фильм или просто рассказывает какую-то ерунду. И он говорит: «Я вообще ничего не понимаю. Почему она вдруг появилась там? Особенно сейчас. Можно, ей что-то известно?» И теперь имя Трампа упоминается почти каждые 2-3 секунды. Ведь все мировые заголовки в СМИ полно про Трампа и Эпштейна. А то и вовсе Эпштейн с Трампом. И неудивительно, почему вчера Дональд Трамп устроил вспышку гнева, вышел в себя и обрушил на всех консервативных инфлюенсеров, которые раньше были его друзьями, и которые помогали ему в выборах, чтобы он набрал голоса. Что говорит Трамп на Такера Карлсона? Я знаю, почему Такер Карлсон, Меган Келли, Кеннан Оуэнс и Алекс Джонс годами борются против меня. Особенно потому, что им нравится, что у Ирана есть ядерное оружие, так как у них есть одна общая черта – ограниченные интеллектуальные способности. Все они глупые. Они сами это знают. Их семьи это знают. И все остальные тоже это знают. Именно Такер Карлсон являлся в течение многих лет поклонником и преданным другом Трампа. Они вели избирательную кампанию за него. Но после того, как Дональд Трамп развязал войну с Ираном, все равно под давлением Израиля или нет, тогда грош ему цена, если американскому президенту угрожает Израиль, и он идет на поводу Нетаньяху. После того, как Трамп теряет постепенно рассудок, все инфлюенсеры, такие как Такер Карлсон, бросают его. Все они критикуют и ставят под вопрос войну в Иране. И теперь Трамп называет всех глупцами, даже свою жену. Потому что Трамп говорит: каждый, кто не согласен со мной, дурак, занимается фейками. Но проблема только в том, что у этих инфлюенсеров миллионы, десятки миллионов подписчиков, а Дональд Трамп теряет поддержку каждым днем. И всем уже достало его вспышки ярости. Он теряет фанатов, но и теряет избирателей. Выборы в ноябре обернутся для Трампа настоящим провалом. Но самое главное, для кого это будет особенно удобно? Как вы думаете? Для Зеленского. Наступит его час. И все будет продолжаться дальше. Несмотря на то, что какие проблемы и ошибки сделал Трамп, вы сами понимаете, что если после Трампа придет тот, кто будет яро поддерживать Зеленского, эта война на Украине будет длиться вечно. Израиль, я вам сегодня расскажу просто шокирующую новость. Сейчас война в Иране выходит на решающую стадию. Но под угрозой теперь не только Дональд Трамп, а также может пасть премьер-министр Израиля Нетаньяху. Против Нетаньяху выдвинуты обвинения. И через пару дней начинается судебный процесс. Через 2 дня. В одном из последних моих видео говорила, в каких преступлениях причастен Нетаньяху. Обстрел гуманитарного конвоя. Убийство нескольких людей. А недавно Израиль обстрелял американских военных.
Появилась информация. 3 грузовых самолета приземлились в течение 24 часов прекращения огня. Китай тайно поставляет системы ПВО Ирану, радары, боеприпасы, дроны. Китай поставляет все это оружие, чтобы защитить Иран от Израиля. Если вы хотите понять, что перевозится, достаточно взглянуть на морские поставки. Пока США и Израиль бомбят иранские заводы, Китай помогает Ирану их восстанавливать. Цирк. По данным Телеграф, было зафиксировано 5 поставок из Китая. Получается так. Китай тайно поставляет системы ПВО, радары, боеприпасы, ракеты и дроны, чтобы защитить Иран от США и Израиля. Кто бы мог подумать? По данным The Telegraph, было отслежено 5 морских поставок перхлората натрия, ключевого компонента твердого ракетного топлива. Эти поставки могли обеспечить материал для производства примерно 785 баллистических ракет. Как вы видите, Иран активно вооружается при поддержке Китая и России, но и США продолжают наращивать военное присутствие. Сегодня крупная воздушная переброска американских военных продолжилась, несмотря на перемирие и переговоры. Что-то мне это уже напоминает. Сколько мирных переговоров мы имели в Украине. В то же время завелись мирные переговоры. Поставки европейского оружия из Америки тоже, не только европейского, шли конвейером в Украину. Американские самолеты летают между Европой и Ближним Востоком. Сами можете представить, что они перевозят. Это уж точно не плюшевые игрушки. Очевидно, идет подготовка к следующему этапу войны, включая возможную наземную операцию. Хотя делегации США и Ирана отправились в Исламабад на переговоры, маловероятно, что они приведут к результату. Израиль продолжает боевые действия, в том числе бомбардировки Ливана. Многие уже понимают действия Нетаньяху. С одной стороны, интерес расширить территорию Израиля, а самая главная причина – избежать тюремного заключения Нетаньяху. Против Нетаньяху ведется несколько уголовных дел. И думаете, почему они откладывались? Из-за постоянных военных конфликтов. Это одна из причин, почему Израиль постоянно воюет. Это выгодно Нетаньяху. Все очень схоже с Украиной. Чем больше будет продолжаться война в интересах Зеленского, тем дольше он будет президентом Украины. Так же точно, как с Зеленским, Нетаньяху помогает каждый новый военный конфликт выигрывать время для себя. Но теперь у суда есть шанс возобновить процесс против Нетаньяху. СМИ сообщают, судебное разбирательство против Нетаньяху продолжится уже в это воскресенье. Это первый действующий премьер-министр Израиля, обвиненный в коррупции, в мошенничестве и злоупотреблении доверия. Друзья, как это схоже с Зеленским. Как под гребенку. Надеемся, что рано или поздно мы будем наблюдать суд над украинским президентом, как и в случае Нетаньяху. Процесс против Нетаньяху начался уже в 2020 году. Теперь понимаете, почему Израиль все время в конфликтах? И чем это все может для Нетаньяху закончиться? Тюремным сроком. Возникает главный вопрос. Переведут ли эти переговоры к миру? Или война будет продолжаться? Если война будет продолжаться, то судебный процесс над Нетаньяху будет опять откладываться. Понимаете, какой интерес имеет Нетаньяху, чтобы больше стран были вовлечены в войну против Ирана? Это жизненно важно для него. На сегодня все. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайк за мою информацию, за мою работу. Подписывайтесь. Мира нам всем. Пока.